you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические внутриканальные наушники от компании Tanzu под названием Oner SG2 Redline стоимостью $23. И приходят они в средней по габаритам коробки с очень привлекательным, на мой взгляд, оформлением. Ну а сзади были указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, а чувствительность составляет 113,5 дБ, и они получили сопротивление 20 Ом, поэтому на раскачку эти наушники будут очень легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и обычным штекером на 3,5 мм джек. Фирменные амбушюры Tanzu. Небольшой силиконовый фирменный кейс. Ну и вот такая вот тряпочка. Эти наушники очень небольшие и были выполнены полностью из прозрачной красной смолы с логотипом в виде красного льва на лицевых панелях. Но здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части находится маркировка канала и есть 2 отверстия для компенсации, которые отлично справляются со своей задачей. Но что касается уже звуковода, то он был выполнен из металла, имеет длину 4 мм, диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно, он был прикрыт защитной сеточкой. Ну а с посадкой здесь, как и у первой версии Oner, обзор на которую я, кстати, делал пару лет назад, здесь все очень хорошо. И эти наушники прям отлично сидят в моих ушах, обеспечивая комфортную и очень плотную посадку и хорошую звукоизоляцию. Да и их комплектный кабель, как по мне, вполне нормального качества. К тому же он хорошо подходит к этим наушникам, поэтому вы можете сразу использовать их именно с ним. И по сути все, что вам останется, это просто подобрать подходящие под себя амбушюры из комплекта. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Tanzu Oner SG2 Redline. И первое, что мы здесь видим сразу, это явное усиление низких частот на 12 дБ с плавным и грамотно выполненным переходом к области нижней середины. А вот усиление в области верхней середины здесь будет выполнено почти ровно на уровне моего таргета. Поэтому эти наушники при длительном прослушивании меня не утомляют. Но при этом они безусловно обладают очень насыщенной и в меру энергичной подачей вокала. Так что скучно при прослушивании, поверьте мне, вам точно не будет. А вот высокие частоты тут меня просто удивили, потому что для этой стоимости, ребята, это реально потрясающий результат, поскольку они хорошо контролируются, не имеют каких-то явных пиков или сильных провалов, и лишь плавно сдухают уже после 15 кГц, что просто замечательно, как для этого бюджета. Я надеюсь, что вы помните, что в наушниках бюджетом гораздо выше мы с вами недавно видели результат куда хуже. И вот вам немного пищи для размышления. Ну а теперь давайте лучше обсудим, как все это будет ощущаться уже на практике. Ну и начнем с низких частот, потому что именно они сразу привлекают к себе внимание буквально с первых минут. Ведь бас у этих наушников получился очень выразительным, достаточно мощным и массивным. Здесь есть хороший глубокий сабас, который добавляет музыке основательности и веса, и есть мидбас, который играет задорно, энергично и очень панчово, благодаря чему практически любая композиция звучит живо и увлекательно. При этом он совершенно не превращается в какую-то бесконтрольную, размазанную или гулкую массу низких частот, а наоборот остается хорошо собранным и контролируемым, за счет чего бас еще и радует своей текстурностью, чистотой и достаточно быстрой атакой. И в результате каждая басовая партия звучит четко и разборчиво, поэтому нету никакой там мутности, гулкости, а только прям такой плотный, хлесткий и очень точный бас, который отлично дополняет общую подачу и при этом совершенно не мешает середине раскрыться во всей красе. И да, друзья, середина мне тут прям понравилась, потому что она получилась действительно насыщенной, живой и довольно энергичной, но при этом сохраняет отличную чистоту и подробность, благодаря чему вы без труда замечаете различия
различные какие-то нюансы, как в вокале, так и в инструментах. И именно поэтому классика, джаз и вообще любая живая музыка слушается прям с огромным удовольствием, поскольку эти наушники прям очень хорошо передают как и эмоции, так и характер самого исполнения. Но что особенно приятно, что подобная подача отлично работает не только с такими жанрами, ведь рок, металл, альтернатива и вообще любая другая более такая энергичная музыка тоже звучат очень уверенно, сохраняя необходимую динамику и драйв. И по сути, чем больше ты вслушиваешься в запись, тем сильнее начинаешь обращать внимание на хорошую проработку мелких деталей. А это уже, ребята, заслуга не только середины, но и очень удачно настроенных высоких частот, которые меня прям удивили больше всего, потому что обычно в этом бюджете приходится чем-то жертвовать. Но здесь, ребята, ситуация совсем другая. Верх получился детальным, чистым и информативным, однако при этом комфортным и совершенно неутомительным. Поэтому даже длительное прослушивание у меня не вызывает никакого дискомфорта. Кроме того, уровень технической проработки для такой стоимости здесь реально впечатляет, поскольку вы без проблем слышите различные нюансы записи, мелкие детали и послезвучие инструментов. И благодаря этому музыка воспринимается уже более цельной и многослойной. И что самое интересное, на этих наушниках вполне можно не только получать удовольствие уже от каких-то любимых треков, но и спокойно начать анализировать новые композиции, разбирая их на отдельные элементы, что, поверьте мне, даже некоторые более дорогие модели позволяют делать далеко не всегда. Ну и звуковая сцена здесь получилась хорошо сбалансированной и естественной. Она не пытается удивлять вас сразу какой-то искусственной шириной, но при этом совершенно не ощущается какой-то тесной или зажатой. Поэтому пространство и ощущение самой вот этой свободы в подаче здесь более чем достаточно для комфортного восприятия музыки. К тому же локализация инструментов хорошая, построение планов выполнено очень грамотно, и вы всегда легко понимаете, где именно находится тот или иной инструмент и насколько вообще далеко он был расположен относительно остальных. При этом глубина сцены тоже ощущается весьма убедительно, как для этого бюджета. Поэтому в плане позиционирования и построения пространства здесь все реализовано, на мой взгляд, на действительно очень достойном уровне. Ну и если подводить итог, то Tanzu SG2 Redline это просто замечательные и, что самое главное, очень универсальные динамические наушники, которым действительно есть чем вас заинтересовать. И у них есть, на мой взгляд, буквально все необходимое для комфортного и увлекательного прослушивания музыки. Мощный и контролируемый бас, насыщенная и детальная середина, качественные, информативные, но при этом комфортные высокие частоты, а также очень достойная техническая составляющая. Поэтому я думаю, что эта модель точно сможет понравиться очень многим слушателям. И лично от себя я смело рекомендую вам ее к покупке. Ну а ссылка на покупку будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.